Всем добрый день. Рад приветствовать вас в школе креатива. Меня зовут Сергей Никифоров, и мы сегодня напишем пейзаж с крокусами. Также приветствую всех любителей живописи, кто присоединился к нам онлайн. Желаю успеха и получить удовольствие от работы. Итак, я даже не думал, что получится такая вещь с погодой. Снег выпал опять. Да, думаю, крокусы будем писать, а снега-то уже в Москве нету. А вот нате, пожалуйста, вам. Вот. Не очень, конечно, здорово, но, тем не менее, значит, будет что вспомнить, на что снег похож. Итак, значит, пишем мы масляными красками. Давайте я сразу расскажу, что это за краски у нас в палитре. Итак, белого цвета белила титановые. Все, с этим все понятно. Далее имеется у нас охра светлая. На горчицу похоже, это охра. Сиена натуральная. Рядышком с ней умбра жженая. Сиена посветлее, умбра потемнее. Да? Умбра похожа на черный шоколад, да, сиена на молочный шоколад. Вот так вот, скажем так. Вот такого приятного цвета, нежного, неаполитанское желтое. Значит, неаполитанское, это хорошо ее добавлять в краску, когда мы работаем холодными тонами. И чтобы зеленый цвет активно не выходил, да, когда смешение с синим, вот это вот неаполитанское дает как раз теплоту. Такую, не очень активную. Так, далее у нас идет краска под названием краплак. Вишневого цвета, вишневого такая, темная краска вишневого цвета. Рядышком ультрамарин синего цвета. Следующей краской является голубая ФЦ. Ну, посмотрите, там немножечко будет попадать еще кобальт фиолетового, просто случайно попала туда эта краска. Кобальт снизу, его счистили, сверху голубая ФЦ. Но мы ей не очень активно будем пользоваться, так что имейте в виду. Значит, маленький секрет вам расскажу для того, чтобы понять разницу в темных красках. Потому что темные краски иногда очень схожи. Сделайте их легкий разбел, то есть с белилами чуть-чуть помешайте, и даже очень похожие краски, те же самые черные разного типа, выдадут свою оттеночную, как говорится, сущность. Итак, ультрамарин синего цвета, голубая ФЦ темно-синего цвета. Следом идет краска зеленого цвета, тоже ФЦ, зеленая ФЦ. Значит, вот краски, которых в названии стоит ФЦ, фталоноцианину, они очень обладают все очень сильной красящей способностью. Это значит, что с ними надо обходиться очень аккуратненько. Понемножку берете и пробуйте, что получается. Потому что если слишком щедро в них влезть, то они очень долго дают о себе знать. Так, черного почти цвета краска называется индиго. Индиго, да? Но судя по названию, она не черная, а такая серо-синяя, благородного оттенка. Вот. Ну и теплые краски, яркие у нас следом идут. Кобальт, кадмий оранжевый, кадмий желтый и розовая. Краска называется розовая, цвета фуксии называется розовая. Так, все краски нашли у себя? Ну, замечательно. Да. Кисти. Стандартный набор. В основном щетинные кисти у нас. Натуральная щетина. Широкая плоская щетинная кисть. Средняя плоская щетинная кисть. Средняя круглая щетинная кисть. Видите? Плоская и круглая, просто разный способ сжатия ворса. Да? Плоский ворс и круглая гильза. Ручки у всех круглые. И
для мелких деталей предусмотрена синтетическая кисть, круглая, первый номер. Все. Значит, разжижать краску мы будем разбавителем. White Spirit называется, это разбавитель, он такой бесцветная жидкость, легко испаряется. По составу это что-то такое бензин, керосин, чистый, очищенный. Значит, наливаете в крышечку. Разбавитель дает возможность краскам быстрее подстынуть, то есть становиться вязкими. Но предупреждаю, у нас этот грунт достаточно тянущий, ну, по-нашему впитывающий, сильно впитывает. Поэтому, может быть, не столь сильно надо будет разжижать. То есть готовьтесь к тому, что он сразу цеплять будет всю эту краску, не пугайтесь. Сверху можно работать, очень удобно. Для чего разбавитель дается? Для того, чтобы мы подмалевок, который делается более жидко, могли быстро сделать обобщенными пятнами, а потом, когда краски уже начинают подстывать, они довольно быстро стынут. Более жирными красками, с меньшим количеством разбавителя, либо без разбавителя, могли работать в полную силу цвета, форму уточнять и так далее, и так далее. То есть формулировка простая, жирным по жидкому. Работаем мы на холсте. Натуральный холст, грунтованный, готовый к работе. Единственное, что он наклеен на твердую основу, на картон. Рабочая поверхность слегка шершавая. Значит, гладкая сторона тыльная – это нерабочая поверхность. Я почему так подробно объясняю, просто частенько бывают случаи, выбирают, ну, нравится гладкая сторона, ну, вот что ты сделаешь, гладкая, нравится, но на ней сложно писать и не очень, как говорится, удобно. Итак, я смотрю, все готовы. Ну что, для начала нам надо разметить холст, потому что у нас, видите, ничего нету, да, такой пугающий белый квадрат, скорее прямоугольник. Вот, а здесь есть пространство. Хотя, по сути своей, это тоже плоскость. И вот чтобы нам на вот этом этапе не сделать больших ошибок, нужно научиться смотреть не предметы, объекты, пространства, а плоские формы. И для этого нам служат как раз вот края форматов, которые реальностью, опорой, да? Смотреть, как близко основные линии, формы или массы, как говорят художники, находятся вблизи краев формата, от середины, насколько отстоит. То есть вот такие вопросы простые для своего логического ума задавайте. И тогда нам будет, как говорится, потом удобней работать с мелкими деталями. То есть в крупном ошибаться нельзя. Для этого мы будем работать от простого к сложному. Такой старый способ. Значит, берем отдельную тарелочку. Кисточку возьмите не самую большую, не самую маленькую. Вот я беру среднюю плоскую кисть щетинную. Плоскую возьму. Ну, захотите, круглую возьмите. Краску я возьму жидкую, сделаю вот из сиены. Она светло-коричневого цвета. Небольшое количество жидкой краски. Прямо на тарелочке. Я заранее, я буду стараться, у меня просто очень горло болит. Я постараюсь. Растворить, а другого у нас нет, с растворителем, да. Давайте еще раз. Вот, сиена, светло-коричневый. Ну и что, самое удобное это посмотреть проталины, да? Вот видите, у нас тут много снега и прям такими горячими пятнами земля.
Значит, удобно. Уголочек проталин. Да? Представьте, что это снег, и мы потихонечку его растаиваем. Самая большая проталина. Видите, кистью я двигаю, хотя форма у них сложная, кистью я двигаю в горизонтальном направлении. Не слышно? А? Значит, вот она, красочка. Да, все правильно вы делаете, большие молодцы. Смелее, смелее. Форма у нее разная, да? Двигайте кисточкой. Более жидко можно сделать. Значит, кисточку плоско прижимаю. Смелее, это нам не повредит. Снегом укроем проталина, да? То есть, вот видите, дальше серединки она проходит, да? Прожгло солнце, этот, растопило снег. Еще проталинка. Значит, прежде чем разобраться вот с этими проталинами, давайте мы разберемся с этими цветочками. Пожиже делайте краску, побольше ее берите на кисть. Значит, и кисть прижимайте всем ворсом, тогда быстро она будет двигать. Не кончиком, а всем, всей плоскостью, вот так. Вот такие самые крупные цветы. Да? Посмотрите, откуда они начинают свой рост. Выше середины заканчиваются они. Значит, еще хочу обратить ваше внимание, как они растут. Да? То есть мы уже не первый раз пишем этот сюжет. Да? И в чем ошибка бывает? Расставляют все стебли вот так, вертикально. А вот посмотрите, они как растут, как грибы. Да? Вот они, близко у них луковицы расположены, да? Но они вот чуть-чуть в сторону, потому что цветочки распускаются. Да? Хочешь не хочешь, им придется потесниться. То есть они чуточку в стороны. Форма похожа на что? Вот одного лепестка на палочке. На палочке больше на ложку похоже для меня, да? Смотрите, ложечка, да? Вот они, ложечки прям чайные. Образное мышление подключайте. Да? Значит, один цветочек, вот он пока. Такой крупный лепесток мы только видим. Закрывается цветочек остальной вот этим большим лепестком. Вот второй, более ближний к нам цветочек. Раскрыт поболее. Значит, пишите жидкой краской, вот это все потом можно будет сверху исправить. То есть, когда мы будем более жирными писать красками, все это исправляется. То есть мы пока ищем. Следующая группа. Посмотрите,
верхушечка не выше, чем первый цветок, самый крупный, да? Вся группа ниже. Ну, на этом этапе можете как раз исправить. Ничего у вас вниз не ушло, вы просто вот это покрупнее сделаете, а это все правильно. Все правильно. Чуточку повыше его сделаете. Вот он. Чуть-чуть измените его. Вы сейчас вот эти впишете. Мы когда будем писать фон, вы прям этот фон положите сверху. Поэтому пишите сейчас более жидко и плоскостно. Ну, можете для себя, чтобы не спутать, какой цветок на переднем плане, какой подальше. Какой ближе, какой дальше. Значит, сейчас слишком подробно не делайте. Значит, тут нужно довольно быстро сделать, не давая себе уже сразу оценок. Понимаете, как у нас получается? Один штрих сделали, и сразу начинаются оценки. Хорошо, плохо, очень хорошо, не похоже. Рано. Сделаем все, и потом будем смотреть, хорошо это или очень хорошо. Вот я местечко обозначил, да, вот общая форма, видите, яйцо действительно, да? Большая форма. Здесь. Раскрытый цветочек. Ну, три у него лепестка видно. Раз, два, три. Четвертый смотрит на нас. Можете даже его вот так притонировать. Угу. Значит, скажите мне, что светлее, цветы или фон? Ну, молодцы, да. Вот тут всегда пространство определяется очень хорошо, когда мы делаем правильные контрасты. То есть определяем правильно, что светлее, что темнее. Да? То есть здесь мы хорошо определили, да, цветы темнее фона. А теперь смотрите, внутри цветка тоже такой же закон существует. Да? Какие-то лепестки освещены в таком ракурсе, что на них солнце попадает больше, да? А какие-то перекрывают этот свет. Да? И получается, что вот видите, мы видим только отдельным этим лепесток, потому что он в этом месте вот темнее, чем дальние лепесточки. Да? А левая его сторона, наоборот, она на просвет, и она светлее того следующего лепесточка. То есть вот так мы разделяем, светлее и темнее. Но по цвету это уже второй вопрос. Важнее понять, что светлее, что темнее. Я вот уже много лет занимаюсь и все время удивляюсь иногда, насколько этот закон действует. То есть даже вот опытному глазу иногда я смотрю, пишу, думаю, что ж такое-то, но не получается. Оказалось, просто-напросто я перепутал, ну, как обычно, что светлее, что темнее. Иногда градации такие небольшие, и в цвете это трудно различить. То есть делаешь наоборот. Фигура светлее фона, она, оказывается, не светлее, а темнее. Поэтому, значит, как это определить? Чем меньше света поступает в зрачок, тем отчетливее он видит тональность. То есть прищурить глаза или темные очки одеть, сразу станет понятней. Так. Тут, в общем-то, ничего сложного нет. Вот он. Что-то там еще такой, бутончик, наверное, вот. Бутончик темный. Темный бутончик. Да, сначала будет пестрота, немножко, как говорится, непонятность. Ну ладно, мы это набросали только лишь для того, чтобы теперь нам вот эту проталинку очень четко написать. Да?
Все, она, видите, подходит вплотную к верхним кончикам. Так, меня сейчас слышно, да? Да. Нормально, привыкли уже немножечко. Сейчас я разойдусь. Ничего. Видите, все равно штрихи у меня параллельно горизонтальной плоскости. Даже я вот сложную форму, а все равно я ее вот так веду, видите? Как змейка, да? Тогда мы положим все это в плоскость. Если мы начнем их рисовать по форме, как будто мы на них сверху смотрим, они начнут у нас на дыбы вставать, все эти формы. Поэтому укладывайте их. Даже вот это вот у нас проталинка направлена вниз. Видите, вот диагонали есть определенные. Да? То есть все картины очень часто отличаются от фотографий, что они настолько подогнаны, все какие-то внутренние линии, они смотрятся поэтому так целостно. Поэтому всегда смотрите на какую-то вот внутреннюю конструкцию, связанность. Ну, это удобно, допустим, вертикали посмотреть, что на одну вертикаль попадает, на горизонтали проверить, что на одну горизонталь попадает. Ну и вот, как видите, диагональ тоже как-то у нас обнаружилась. Значит, вот двигаю, видите? Как ручеек течет, да? Угу. Исправляю потом формы, подправляю. Здесь сложная форма. Языком не описывается, поэтому надо попробовать двигать рукой сразу. Не пытаться ее сформулировать, а увидел и тут же действовать. На первом этапе это правильно. Вот когда мы будем уже над деталями работать, там нужно очень, как говорится, прицельно, все рассудительно и точно делать. Сейчас можно посвободнее работать. Сейчас мы ищем. Все еще можно исправить и переделать. Чем больше мы продвинемся в разработке сюжета, тем сложнее будет что-то исправлять и переделывать. Я имею в виду такое серьезное. Так. Ну и наметим вот здесь, как такие, знаете, общей массой форма вот этих желто-оранжевых цветов. Просто для них форму я. На что они похожи? На рюмочки, да, вот на такой взрыв солнца, да, вот он, раз. И не забываем про форму направлений, скорее, стеблей. Потемнее их выделил. Так, ну вот композиция более-менее размечена. Здесь побольше проталинку сделаю. Вот. Еще уточню. Значит, в принципе, вы можете как еще работать? То есть мне хочется на занятиях все-таки дать навыки именно рисования еще и вот разметки холста. Если вы что-то ответственное очень делаете, ну что ж, воспользуйтесь тогда фотографией или принтом, да, можно распечатать полный, как говорится, размер, нанести на обратную сторону графит
и основные контуры отметить рисунком. Это будет точный рисунок, все, потом его обвести. Можете нанести сеточку и по сеточке перевести. Вот, любыми способами. Но эта картина столь эмоциональная, видите, и много тут разных мазков, что не хочется так жестко ее загонять в рамки. Видите, никаких лишних я поросль вот эту зеленую не делаю, она нам мешаться будет, все равно не видно ее. Но вот этот росточек появится чуть позже, вернее, значительно позже. Вот. Сейчас мы приступим к цвету. Так, приступаем к цвету. Ну, самое логичное, вы, наверное, уже догадались, что сейчас снег положить, наконец. Снег положить. Но обратите внимание, да, что снег, он не белый. Вот, к примеру, вот это белый лист, да, видите, белого практически нигде нет. Скажу, ну, обычно на солнце снег слегка желтоватенький, теплый, да, солнечный, а в тенях он холодный, да, голубой, сиреневый, синий, да. Почему? Почему в тенях он синий? Синьки положили? А? Отражает что? Небо. Да, это синее небо как раз вот в тени отражается. Так, ну что, давайте. Прямо на этой палитре берем большую кисть. Вот эта красочка нам тоже понадобится, которой мы сейчас работали, сиена. Я смотрю, все правильно это взяли. Нам сейчас понадобится белила. Значит, жидкость краски должна быть такая сметанообразная. Нам понадобится белила и ультрамарин. Прямо здесь мешаем, да. Много белил. Ультрамарин синего цвета краска. Не перепутайте ее с ФЦ. Значит, еще раз вам покажу, где она. Она рядом вот с этой бордовой краской, с краплаком. Вот она. Ультрамарин синего, он виден, этот такой синий цвет ультрамарина. Значит, цвет делаем. Этот цвет будет полутеней, полутонов, вот где-то вот такой. Он сероватый будет. Да? Для этого мы и оставили сиену. Немножечко сероват, потому что чистый цвет очень сейчас будет настырный и неестественный. Чистые цвета, более чистые, вернее, появятся позже. Тут я случайно в ФЦ влез, вытираю кисть, да, потому что мне сейчас другие оттенки не нужны. Значит, делаем побольше этого. Так, сейчас посмотрим, что это за цвет. Угу. Ну, вот такой цвет. Вот он. Значит, проходим им, оставляя проталины. Оставляя цветочки. Жиденько. Да? Значит, вот густоту покажу. Будет очень светлый. Не делайте очень светлый, иначе вы не вытянете потом. Немножко вот смотрите, потемнее чуть-чуть. То есть вот какие-то полутона. И такого добавьте сначала синего, да, ультрамаринчика побольше добавьте, да. Количество больше сделать, чуть пожиже, да, чтобы работать было удобно. Это чуть-чуть жидковато, да, надо было в притирочку там утопить эту краску, чтобы она не пачкала. Ага. Густо очень. Вам трудно будет работать. Вот так, чтобы он вот прям разбегался. Тоже густо. Жидко сделайте. А потом будем густо писать. Тени более жидко делаются. Более жидко. Вот цвет вроде похожий, но вот жиденько. Так, чтобы удобно было работать. Прямо вот так. Тоже густо очень и слишком светло
То есть вот этой красочки еще добавьте, да? И мешайте прямо здесь. И ультрамарина еще, это понемножку, ультрамарина добавляйте, и белил, то есть количество побольше сделайте. Ну, немножко светловатый, но пускай. Очень светлый, да? Уже поняли. А это очень темный, очень темный. Сделайте, знаете, лучше вот мы сделаем так. Вот это поставьте на стол, знаете, потому что будет разливаться, и вам тут перепутает краски. Вот здесь пусть разливается. Кисть большую возьмите. Я не сказал, да, про большую кисть. Извиняюсь. Самую большую, давайте я вам помогу. Синего, конечно, побольше надо добавить. И белил побольше. Вот смотрите, какой большой размер. И вот таким тоном. Фон, да, вот так вот. Да, может быть, чуть пожиже сделайте. Более густо очень. Очень густо, да. Угу. Чуть-чуть пожиже можно сделать. Так, ну давайте уже фон. Большой кистью. Постарайтесь тоже горизонтально работать, да. Значит, что еще? Если у вас какие-то формы приблизительные, вы сразу их вот так уточняете, да? Лучше немножечко заехать на ту форму, которую мы обозначили. Иначе что получится? Вы эту форму начнете писать и решите, да, вы отвели им слишком много места. И потом останется ничейная территория, которую пытаются подкрасить как-то. Лучше слегка заехать на тот рисунок. Потому что мы сейчас жидко работаем. В результате действия разбавителя краски подстынут довольно быстро. Тем более холст у нас, грунт вернее, довольно тянущий. Я вас уверяю, эта картина беспроигрышная. Она в любом случае получается, она по цвету очень красива, по сочетанию цветов. Даже декоративное звучание ее очень весеннее такое в любом случае будет. Поэтому смелее работайте. Так. То есть это у нас где-то цвет полутонов, теней. Тени более темные, да, более цветные. Вот. Угу. Причем кое-где этот снежочек, видите, он такой грязноватый, да, подтаявший снег, в нем уже какие-то частицы почвы есть, он полупрозрачный. Поэтому, а мы краску смешиваем, поэтому не бойтесь, если входит эта коричневая краска, размешивается, это нам все на руку. Для весеннего снега это вполне себе даже приемлемо. Да. Значит, может быть, кто у нас онлайн смотрит, у них холст не такой тянущий. Я думаю, что они уже справились с задачей, потому что когда грунт не сильно тянет, по нему быстрее разгонять краску. Угу. Жиже сделайте. Опять вы густы, вам трудно работать. Нет, добавьте все равно. Добавьте разбавитель. Пусть будет даже слегка пятнистое все это. Это даже нам на руку идет. Потому что снег весь рыхлый, там некие формы образуются, рытвины. Все это работает нам на руку. Сейчас мы поработаем
подготовочка. В принципе, эту картину можно было бы делать, допустим, и на тонированном холсте, да, вот такого какого-то сероватого холодного цвета. Раньше это очень сильно практиковалось. Импрессионисты писали на белом холсте, а до этого были очень популярны цветные грунты, всякие вот эти имприматуры, как называлось, то есть тонирование холста. Вот. Давайте. Да не так тщательно, смелее работайте, не раскрашивайте. Очень густо. Еще пожиже. Чуть-чуть еще. Да-да-да. Вот так вот. Это все сюда. И прям вот так смело и сюда заходите. Тогда это будет естественно. Все, он, видите, как впитывается. То есть закрывайте. И вот вы тоже подглядываете, я соседки делаю. То есть смело разгоняйте. Да-да, пожиже, правильно. Значит, здесь тоже вот не оставляйте нетронутых. Значит, между цветов тоже, видите, я заложил какую-то краску. Вот уже на таком фоне будет удобнее взять точный цвет, да? Потому что когда мы относительно белого холста, смелее, не раскрашивайте, работайте, вы пытаетесь окончательно сделать, время тратите, это всего лишь подмалевок. Посмотрите где, да, если там есть между цветами снег, значит заложите туда тоже этот тон. То есть сейчас скорость. Не бойтесь их. Вот так вот прям работайте смело. Даже чуть-чуть скроете. Зато вы будете работать быстро. Это у вас, смотрите. Прям в притирочку. Не пытайтесь тут какие-то сейчас сделать разнообразности. Во-первых, кисточку вы такую маленькую взяли, большую возьмите. Вот эта краска. Да, вот прям. Да вот он, понимаете, чуть-чуть. Угу. Сейчас я все скажу, я просто жду к вам, народ. Давайте, это надо быстро делать. Смелее все закрываем. Угу. Поэтому я сказал, побольше делайте. Все, хорошо. Мы будем еще работать над нашим снегом поэтапно. Эта работа делается поэтапно. Значит, как мы видим, проталины еще темнее, да, чем мы сделали. Вот для этого я возьму все-таки кисточку поменьше, да, но плоскую все равно. Вот той, которой начинала работу. Вы эту пока положите. Когда она понадобится, мы ее протрем. Да? Да, берите плоскую, да. Облезлая очень, да? Шавкат, кисточку там можно, а то совсем там ворса нету. Плоскую, да. Итак, давайте теперь, вот я держу в руках палитру с красками, и прям на ней можно взять цвет. Коричневый, темно-коричневый возьму.
Можно его смешивать немножечко и со светло-коричневым. Немножко добавлю ультрамарин. Чуть-чуть прям. Вот прям на поверхности. Вернее, прям на палитре. Вот так вот. Раз, добавил. И начинаю закладывать более темные цвета. Не везде, да, вот внимательно смотрите. Все-таки для художника главное видение. Если вы это не увидите, вы не сможете это изобразить, согласны? Будете фантазировать. Все равно фантазия опирается на то, что вы когда-то видели. А реальность может отличаться. Вот. Можно также и жидко сделать. Ну, сметанообразно. Можно чуть-чуть погуще. Да? Вот. Но сделать ее надо было. Вот я специально говорю, на другой палитре. То есть белила туда, в общем-то, пока не надо добавлять. Иначе она у вас получится не контрастная, а такая серенькая. Значит, белила сюда не попадают практически пока. Вот видите, в эти темные, такой чернозем прям там торчит. Да? Это в тени. Да? Вот я, видите, не везде разбрасываю. Значит, увидели, да, что есть освещенный снег солнцем, и земля тоже есть освещенная солнцем. Вот она чуть посветлее где-то. Я пока закладываю более темные места. Да. Самое темное получается в тени, и там, где у нас имеется снежный покров, он имеет толщину, да, там вот видите, под ним более темные. Верхушечку не забываю, да. Я время от времени закрываю экран. Это необходимо, иначе если я все время сбоку буду работать, я ошибусь. Потому что когда есть искажение того, что видишь, невольно ошибаешься. Поэтому я время от времени себя проверяю. И вы проверяете себя, значит, если холст лежит так, образец так, разумеется, мы видим искаженные формы. Так время от времени поднимайте и смотрите, что же там происходит на самом деле. То, что зритель будет смотреть ее на стене. Закладываем чернозем. Так, разбавители на столах там. С разбавителем. Ну, немножко добавляйте его, чтобы... Пока подмалевок весь с разбавителем делается. Ну, вы не перемешивайте так тщательно, чтобы не убивайте весь цвет. Пусть там будет небольшие какие-то непромешанности. Тогда это будет очень естественно лежать на холсте. А так вы цвет убьете, он такой слишком будет грязный и темный. Значит, для того, чтобы положить для освещенных солнцем мест, я кисточку протер. Можно даже с разбавителем его протереть. Значит, как кисточка протирается? Значит, сначала лучше убрать лишнюю краску, вот так. А потом достаточно прикоснуться к поверхности разбавителя. Ворс берет его в себя и начисто вытирать кисть. Для светлых частей я беру всю ту же светло-коричневую красочку, только добавляю к ней вот оранжевый кадмий. Такой горячий цвет, да, вот он. Очень красивый горячий цвет, да. Мазочками я здесь его ввожу. Значит, светло-коричневая сиена.
И оранжевый, ну, сиеной мы начали с ней работать. Сиена, да, светло-коричневый. Нашли? Вот она. Да. Только кисть надо протереть. Нет, этого делать не надо. Белила туда попасть не должны. Вы прям здесь замешайте. Нет? Везде белила. Оранжевый. Кисть почистили, да? Оранжевый туда добавляете для теплоты. Что? Я же вам даже уже показал. Еще раз. Коричневый нашли? Да, светлый. Ну, оранжевый теперь, все. Цвет жаркий такой, да? Ну, добавьте, пока не понравится вам, добавляйте. Можете хоть больше или меньше добавить. Четких рекомендаций нет. Это же живопись, она все-таки от души идет. А? Для более освещенной солнцем земли. Вот они. Небольшие пятнышки, да? Где-то введите их. Это подмалевочный цвет, мы будем его уточнять. То есть густо его не кладите, я его кладу в притирку. Можете разбавитель немножко добавить, можете просто в притирку работать. А? Освещенные, да. Освещенные, да, вот? Проталин. Вот земли, не снега, земли. Ну вот, допустим. Вот не самый светлый, вот она чуть посветлее есть. Но она здесь явно не такая. Ну, сделайте как там и подбирайте цвет. Я вам хочу сказать, что вот репродукции, они все отличаются друг от друга, принты отличаются. Да? Даже если вы имеете ограниченное число красок, вы делаете гармонично внутри своей картины. То есть отношениями мы пишем. Это что значит? Что мы смотрим, как относится вот этот вот белый, холодный снег вот к этой более темной, но горячей земле. Она горячая. В тенях только мы будем добавлять холодный цвет, а здесь все горячо, здесь солнце ее греет. Оранжевенького можно даже кое-где не жалеть, но лучше оставить себе возможность добавить еще. Вот даже я пальчиком кое-где растер, утопил в краску в грунт, чтобы она не мешалась. Светлую, коричневую, какой цвет? Вот только белил не надо добавлять. Но вы же вот в белилах это все замешиваете. Значит, вот это вот я первый раз, вернее, постоянно сталкиваюсь, что вроде говорят, белила мы не добавляем, но на месте, где есть белила, если вы замешиваете цвет, то значит они уже там. Если в кисти есть белила, значит они уже попадут в вашу смесь. Там, где их быть не должно, их должно быть, вернее, их не должно быть, да, вот так. Поэтому сделать на чистом месте где-то. Да, оранжевый. Угу. Возьму опять большую кисть. Я специально ее берегу для снежных работ. Чуть более светлые места, да, не. Значит,
Хочу прибавить больше цвета. Допустим, ну, начну с теней. С теней, видите, тут такие почти синие тени. Берег вот эту палитру, не пачкал ее, да? Угу. Значит, тени у нас такие сине-голубые. Беру ультрамарин, белила. Разбавитель добавляем, но меньше, чем раньше. Чуть-чуть добавляем разбавителя, да. Значит, вот появляется такой цвет. Большую кисточку, я же говорю, мы берем. У вас есть? Давайте я вам налью. Там. Как еще раз ультрамарин? Белила. Можно немножечко добавить. Вот смотрите у меня на палитре. Делайте сразу разнообразие на палитре. Чуть-чуть вот другой краски, кроме ультрамарина, добавил в часть смеси, называется ФЦ. Она рядом с ультрамарином, только зеленую не перепутайте. В другую часть можно немножечко добавить краплака. Чуть-чуть. Давай. Так, ультрамарин. Нет, ну, он немножечко. Вы сначала один цвет сделаете, потом другой. Значит, ФЦ аккуратненько добавляете. Помните, я вам сказал, да? Ну, теперь уже на собственном опыте поймете, да? Так. Ну, пускай так будет. Вот он, видишь. Только сильно не перемешивайте опять. Оттенки, оттенки, еще с чем-нибудь. Давайте с чем-нибудь еще. Значит, что можно туда добавить? И вот такими мазочками, вот видите, у меня сильно не перемешано. То есть ФЦ добавил немножко. Это вы много... ультрамарин можно. То есть вот эту краску так сильно не берите. Белила, не забудьте. Мы кистью-то другой работаем. Вот этой. Да, это вот у нас снежная кисть. Да. Так, ультрамарин еще голубую. Ну, сделайте как-то посочнее цвет, да, посочнее цвет сделайте. Это всю не перекрашивайте, часть цвета, вот. Часть с ультрамарином. Можете или то, или другой добавить, все равно. Оно, эффекты будет приблизительно одинаковые. Розовая будет более такая нежная. Вот. И мазочками вот так вот разного цвета я делаю цветную тень. Здесь тоже надо цветную тень. Видите, как звучит хорошо, более чистый цвет теперь. А теперь в эту смесь добавляю больше белил, значительно больше. То есть самый светлый цвет, который у нас еще не было. Но не самый светлый, который есть на репродукции. Так, у кого репродукция упала? Он пока холодноватенький. Ну что там, ультрамарин, да, немножечко краплака, может быть. И более жирную краску делайте. То есть с меньшим количеством разбавителя.
Потемнее делайте тень. Раздельным мазочком начинаем писать. Представьте, что вот то, что был более темный цвет, это в глубине. А теперь по макушечкам проходимся. Проходимся, да. Давайте более жирным цветом. А что с краешку? Это смелее работайте, а то вам там не видно, вы как через край заглядываете. Побольше, вот чтобы вот он цвет шел. Для вашего еще посветлее можно. Угу. Так, очень густо, чуть-чуть пожиже. Может быть, посветлее еще сделать. Посветлее и сделайте его не таким синим. Все-таки добавьте туда какой-нибудь или розовый, или краплак. Вишневого цвета такая краска. Так. Вот этот лепесточек у меня не на месте оказался. Я его возьму и немножечко съем. Угу. Старайтесь неровным, как асфальт, выкрашивать, чтобы оставались там какие-то колебания цвета. Так. Если простая смесь, то это можно просто ультрамарин, белила и краплак. И либо розового чуть-чуть добавить. Все равно какой эффект будет одинаковый. Угу. Разбавитель тоже должен присутствовать. Понимаете, нам задача, чтобы живописно было, добавить как можно больше нюансов цвета. Вот приглядитесь в репродукцию, там видно, где-то более синий, вот, правильно, правильно. Ну, смелее, смелее, а что это такое? Вот снег лежит вот так, да, поэтому так с ним и работаете. Таким мазочком. Вот так прямо работаете. Значит, горизонтальный мазочек, горизонтальный. Вот так прямо раз. Смелее, смелее. Наберите краску, вот в зеленый опасно, влезли вы, да? Значит, больше сюда не заходим. Сделайте смесь ультрамарин, белила, ну, немножко розового добавьте, чтобы она такая была чуточку сиреневинкой. То, что это я вот конкретные рекомендации дал. Посмотрите, если у вас очень много холодных синих, это очень розовый, это много слишком добавили. Значит, и белил побольше добавляйте. И синего. Больше, значительно больше. Вам на несколько тонов надо его поднять, то оно розовый слишком получается. Можете взять часть этого цвета и сделать. То есть белил добавляете в часть, чтобы это слишком розовый. Слишком. Пусть он будет. Дальше добавляйте белил, ультрамарина и оттенками пройдитесь. Обязательно. Ну, вы же уже со стажем, поэтому я вижу,
Поэтому молчу, все хорошо, работайте. А мне вот, наверное, уже белила надо подбавить. Но лишние краски не наваливайте, да? И чистые белила тоже не годятся. Цвет должен быть. То есть вот это нам пока не А надо. где чистый? Да, вот это вот почти чистые вот они у вас тут. А, я нечаянно. Да? Значит, значит, жирно пока не работаете. Я же говорю, рано жирно работаем. Рановато, да. То есть вот это появится потом. Потому что мы сейчас будем писать. Я потом скажу, какие оттенки класть. Угу. Да, 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 посветлее, да, делаете уже цвет. Еще светлее цвет надо взять. В принципе, на снег Чуть-чуть. больше, да, должно быть более светлого снега, да, чем фона сверху. Да, где-то чуть больше, да. Чуть больше. Вот этот серый, он уходит. Он уходит. Так, ну, разнообразие. Не затирайте его. Смотрите, она вся такая рыхлый снег, да, чтобы не было такой асфальтовой поверхности. Мазочки, мазочки. Гуще надо, да? Характер укладки другой. Даже если вы вот жидким работаете, да, ну, вы все время пытаетесь разгладить. Не разглаживайте. А? Разбавитель где-то у вас тут. Угу. Так, да. И старайтесь разбавитель, может быть, даже заткнуть этой самой какой-нибудь салфеточкой, потому что если он разольется, смоет. Потерялись крышки. Так, ну, пора цветочки уже нам заложить. Аккуратненько. Ну, а что исправлять? Все хорошо. Вы потом будете перекрывать более жирными мазками, и эти у вас останутся для разнообразия. То есть старайтесь только их горизонтально укладывать. Они... Потому что, да, я понимаю. Да. И старайтесь не чиркать такими уверенными, мазки класть. Даже если затирочка, вот такие короткие. Ну, только остановимся, а то розовый снег появится весь. Пока да. Итак, возьмем кисточку среднюю, плоскую, ототрем ее хорошенечко от коричневой краски. Значит, сейчас мы будем писать цветы. Посмотрите, сколько здесь оттенков. Значит, краски там будут присутствовать. Ультрамарин, вот этот вот синий цвет, да, белила по необходимости по чуть-чуть. Где-то будет больше краплак, то есть ультрамарин, краплак. Значит, вот ультрамарин, краплак рядышком. А где-то можно будет даже подмешивать вот эту розовую краску. Ну, начнем с более темных тонов, допустим, ультрамарин. Так.
Так, давайте. Так, где он у нас был? Вот здесь, да? Можно еще цвета ультрамарина? Сейчас, секунду. Так, кому? Значит, тут надо приноровиться. Вот смотрите, я сделал ультрамарин. Прям вот я же не зря показываю. То есть нужно не только слушать, как я говорю, какие краски, и тут же их мешать, но и как я это делаю. То есть вот ультрамарин, немножечко белил вот с этой стороны подходит. А вот со стороны краплака у меня появится смесь вот такая. И сюда. Да? Вот я набираю цвета. Начну с более темного. Потом положу на краешек светлого. Потом смотрю темный. Леплю форму. В любом случае форма у нас выпуклая, поэтому она будет окрашена по-разному и освещена тоже. А посмотрите, присутствует, конечно. Вот посмотрите, как я сделал и вам рекомендовал. Да? Здесь вот где-то посветлее, с белилами. Да? То есть вот здесь, видите, синий – это разбел ультрамарина почти что. Вот он. Синий. Ну, нанесите какие-то хотя бы элементы. Можете капельку разбавителя добавлять. В любом случае, самое темное будет это ножка. Ультрамарин, краплак, практически без белил. Вот я их где-то здесь вот беру. То есть, видите, они темными очень контурами на фоне освещенного снега. Не оставляйте, старайтесь не оставлять. Зеленый не надо. А с чем вы смешиваете? А? Зачем так далеко? Вот здесь надо было их не смешивать. А? Но тут у вас потому что коричневый, поэтому так получается. Что сделать, чтобы фиолетовый? Значит, что сделать? Ну, во-первых, кисточку почистить, да? Подождите. Ультрамарин я вам сейчас дам. Кисточку почистили. Вот, вот так. Ну вот. Вот он цвет, видите? Вот разбел здесь будет. Вот этот цвет. А вот это давайте мы немного... А где тряпочка у вас? Давайте тряпочку. Это мы снимем так, чтобы она не мазалась. Вы его перекроете прямо этот цвет зеленый. О, нам еще потом пригодится. Вот такими сочетаниями. Прямо здесь работайте. Нет, я же вам замешал. То есть внимательно смотрите, цвета получаются не как бы где-то так, вот я сказал, и вдруг они вы так раз и помешали, они получились. Они на палитре, они, может быть, уже есть. Поэтому вот эту палитру, на которой работаете, никуда не выбрасывайте, храните ее. Даже вот небольшой какой-то грязный цвет
он будет родной для вашей картины, и окруженный другими цветами он будет очень хорошо смотреться. А новую краску, если вы замешиваете, вы все время будете, она будет красива на белой тарелочке, но на вашей картине она может казаться уже очень дикой, понимаете, не связанной. Поэтому ищите цвета прямо на палитре. То есть они не где-то получаются. Так, где-то посветлее находите оттенки. Я буду посветлее находить. Сразу подмешивайте. И ФЦ зря. Немножко ультрамарином пока работает. Не понял, зачем вы такое делаете? Им не надо, а ультрамарином надо. То есть мы смешиваем. Вот они рядышком, смотрите, ультрамарин, потому что вот эта вот ФЦ, она вам даст очень такой жесткий цвет. Попробуйте другой взять. Белил немножко добавляйте. Угу. То есть пока работаем в два цвета, не считая белил. Да? Здесь вот я добавлю еще лепесточек. Вы не тот цвет взяли, вы ФЦ взяли как-то случайно, наверное. Не случайно, да? Вот он, этот цвет. Просто ультрамарин с белилами, да, да, да. Угу. Чтобы придать красивую розовиночку, я добавляю белила вот к этим цветам. Я не зря вам предлагаю сделать такую же палитру, как у меня. Добавляю немножко белил, ну, немножко можно вот этого розового, можно немножко добавить краплака и создать вот этот эффект. Свечение. Видите, пока не в полную силу взял, мы потом еще дадим более темных. Смелее. Старайтесь так вот мазочком добавили. Добавили мазочком. Сразу нашел более розовый. Видите, в серединочке я оставил кусочек холста. Старайтесь его сильно не пачкать. Ну, если слегка залезете, не страшно, но много краски не наваливайте. Там у нас пестики будут торчать. Шафрановые, да? Вот они. Значит, здесь розовиночку даю. Вот он цвет. Ультрамарин? Шавкат, ты мне не поможешь, а? А то я только бегаю, краску выдавливаю. А что? Кому? Значит, второй цветочек раскрыт, внутри он розоватый. А вблизи какой? Ну, какой-то синий такой, бордовый, может быть. Вот они, цвета. Значит, с палитры беру более синий, значит, там у нас ультрамарин. Ну, может быть, чуть-чуть он смягчен краплаком. Старайтесь одним мазком. Когда вы много раз проводите, свежесть цветка теряете. Лучше пусть этот мазочек будет немножечко, как говорится, такой неприглаженный, но он живой будет. Так, значит, более темный лепесточек. Он на фоне виден, да? Леплю. Вот смотрите, можно двумя мазочками, да? Один мазочек, второй мазочек. А? Маску не делает, она только царапает. Вся уже.
Шавкат, еще кисть. Вот к специалистам обращайтесь, у меня кистей нет. Так. На форму обратите внимание. Ложечная форма, да? Сверху. Так. Вот здесь посветлее делаете, да? То есть белила и чуть-чуть больше. То есть кисть вытираем перед тем, как... И вот такой цвет можно дать. Вот он, да? Видите? И вот он здесь. Вот он, смотрите, какой красивый, да? Не забывайте, не забывайте. То есть розовиночку добавил я сюда. А здесь все наши цвета. Чуть-чуть можно разбавлять. Сейчас сильно не разбавляйте. Коричневый ни в коем случае. Значит, еще раз повторяю, мы пишем пока. Самый темный это вот краплак и синий, и ультрамарин. Краплак и ультрамарин. Да. И все. Да. Вы пока вот до черноты не доводите, то есть достаточно будет этого. Потом мы еще введем цвета. Да, да, да. Значит, мы будем еще писать поэтапно эти цветы. Значит, кисть периодически вытираем, да, когда мы работаем очень темным, а потом на светлый переходим, протереть кисть. И наоборот тоже. Значит, где-то больше. Синего. Ага. Вот она, ложечка. К следующему цветочку перешел, да, у него, видите, передняя кромка более темная, а правая, скажем так, а левая такая с розовиночкой. Середина, обратите внимание, тут вот в основном читается вот эта оранжевая начинка. Да? Вот мы местечко ей оставим, начнем верхний лепесточек, то есть я перешел вот к третьей группе, к последней. Верхушечка у него самая темная, центр оставляю. И два лепестка еще торчат. То есть отделяется у нас лепесточки, смотрите, где-то темный на светлом, светлый на более темном и так далее, и так далее. Значит, более синенький. Более розовый.
Самые темные стебли. Вот они. Слишком большой лепесток сделал, я немножечко его так. Значит, хотите, если исправить, лишнюю краску надо снять. Здесь у нас присутствует более темный лепесточек. Вот так вот. Самые темные это все-таки ультрамарин и красный. Ну, пока да. Потом мы еще будем добавлять индиго. Ну, чуть позже давайте это сделаем. Значит, ну и давайте до перерыва еще мы подмалюем вот эти вот, опять-таки, только подмалюем. Я выражаюсь именно подмалюем. Это значит более подкладочный такой цвет. Я сейчас скажу, какой это цвет будет, но он будет не окончательный, а первоначальный. Значит, эти цветочки, они находятся для нас на дальнем плане. Да? Соответственно, сильно, вот как эти, мы их прописывать не будем. И они вообще, смотрите, горят как фонарики. Они более светлые, и свет сквозь них проходит активно. Поэтому мы сейчас сделаем некий средний цвет. Кисточку вот от этих синих надо оттереть максимально. Если не удастся оттереть, значит, возьмите круглую кисть, круглой сделайте. Она у нас чистая еще была, по крайней мере, у меня. Значит, оттирать, как я сказал, сначала от краски освобождаем, а потом с растворителем. Цвет простой. Я беру охру и кадмий желтый. Охра, вот она, видите, как рядом с белилами, как горчица такая красочка. А кадмий желтый, он желтого цвета. И пока аккуратненько вот так мы... Охра, просто охра. С разбавителем. Горчичного цвета охра. Вводим вот эти вот пятна. Вводим пятна. С кадмием желтым. С кадмием желтым, вот он. По чуть-чуть добавляйте. Значит, не кадмий желтый охра, лучше охра с кадмием желтым, да? Она более нейтральный цвет даст. Так, и аккуратненько здесь вот. Видите, я даже перекрываю и снег. Все тут перекрываю, делаю. Цвет будет пока не окончательный, предварительный, просто теплый цвет.
Ну, если захотите, вот рядышком оранжевый находится, капельку оранжевого подмешать, можно где-то предварительно намекнуть себе, что там будет более оранжевый. Можно это сделать чуть позже. Вот так вот. То есть какие-то менее прозрачные лепестки, да, они так оранжевят. Ну, а на вашем репродукции они такие более охристые. Ну, оранжевый цвет не помешает. Немножко. Смесь. Смесь. Он рядышком находится. Чуть-чуть его подбросьте. Они такие все раскрытые, да, у них лепесточки, ну, несколько лепесточков вот на отлет можете изобразить. То есть группой их изображайте. Да? Тут есть вообще не раскрытые, да, в каком-то месте. О, молодцы, молодцы. А охру забыли? То есть охра, желтый. Да, я брала, но Погуще возьмите, а то совсем, то, чтобы пятно получилось, пятно. Значит, не оставляйте контуры. Вот я же говорю вам, не раскрашивайте, прям пишите поверх, поверх. Да я же вам говорю, что там уже все подстыло. Вот берете и прям вот поверх, густенько, чуть более густо, закрывайте, да. Можете смело закрывать. То, что мы подмалевывали в самом начале, уже такое более сухое стало, если, конечно, краски там у вас не очень много было. Так, форму внимательнее смотрим. Значит, форма у них конусообразная, да, вот. Не просто вот такая, как у хризантемы, да, а вот конус к низу. Так, ну и сейчас мы сделаем перерыв как раз. 15 минут. Перерыв, не забудьте, не для работы, для отдыха. Да, да, отдохните и возвращайтесь вовремя. Все, до встречи после перерыва. Итак, продолжаем. Я вот сейчас хочу показать вам ваши работы, потому что вы в них уткнулись. Да, вот, например, да, посмотрите, да. А? Очень красиво все, видите, все потихонечку мы двигаемся. Вот. Нормально, нормально, в самое оно, чтобы вы посмотрели на них со стороны. Да, да, да. Вот оно, смотрите, все читается, да, видно где-то. Аккуратненько вот этот вот лепесточек можно приспустить будет. Что для этого сделать? Ну, немножко он великоватый, да? Приспустить. Взять немножко, стереть лишнюю краску тряпочкой. Так, насухо. Там останется след от цвета. Вот так его. А потом перекроем снегом, проталинкой, более жирной краской будем писать. То есть вот посмотрите на такие вещи, если... Вот. Итак. Давайте продолжим. Ну, теперь я предлагаю снабдить наши крокусы листвой. Ну, листиками, да, листиками. Значит, для этих целей я беру всю ту же кисть, плоскую, можно плоскую, среднюю, да. Почему не круглую взял? Берегу ее, мало ли. Еще для чего-нибудь. Просто не смотрите, что плоская кисть, она же может работать не только вот так, да? Ее можно вот так развернуть, и будут тоненькие линии. А можно начинать с тоненькой, разворачивая, и получить очень живую
форму. Значит, ну, нам понадобится пока вот такой болотный цвет, не вот этот пронзительный, да, зеленый, да, пока подождем с ним. Какой-то более нейтральный болотный цвет, скажем так. И для этого нам понадобится, ну, скажем так, сиена, может быть охра, может быть и то, и другое, и немножко голубой ФЦ. Да. Они все рядышком, да, смотрите. Да, да, светло-коричневый. Охра похожа на горчицу. Попробуйте. С охрой понятно. Да, попробуйте охру сначала. Только вот синей краски кладите чуть-чуть совсем. Значит, теперь кладем не ультрамарин, а ФЦ. Следующее за ультрамарин. Только не зеленую, а вот другую. Состав очень сложный. Сиена, главное, сиену вы уже запомнили, молодцы. Вот этой краски возьмите. Называется эта краска голубая ФЦ, темно-синего цвета. Рядом с следующей за только чуть-чуть ее берите, потрогайте, этого хватит. Все, замешали? Ну, может, чуть-чуть с разбавителем, да. Ну и начнем, давайте вот такими движениями. Взял на кисточку. Патроны, да, прямо по поверхности. Да, вот он. Да. Можете где-то здесь так натыкать чуть-чуть ботву эту торчащую. Просто как... Много не разбрасывайте ее, пока вот только наметочки дадим. Наметочки. Видите, цвет у нее не зеленый, да, не зеленый. И не желтый. Сиену сейчас поищем. Кому? Понемножечку только и берите, да? Охры у вас тоже нет. Ну, разобрались? Такой гул стоял, как будто бы прям такой, знаете, как это 12 стульев, когда гроссмейстер сделал Е2, Е4. Что делать, что делать? Все загудели, загудели. Да, не старайтесь красивые жесты делать, сделайте, чтобы как вам удобно, чтобы было понятно. Потренируйтесь. Еще. Так. Значит, здесь у нас. Можно тянуть снизу вверх, да, вот раз, и выводить прямо вот на снег. Если вы добавите чуть больше синего вот этого ФЦ и чуть-чуть белил, вы получите оттеночек зелено-голубой, да? Можете, да, немножко. Добавил чуть-чуть, да, вот. Поэтому то, что сам делаю, то и говорю вам. Холодные оттенки, да? Чуть-чуть побольше, да. Вот все, наметили мы, и хватит с этим.
Дальше работаю этой же кистью. Беру темно-коричневую, умбра называется, она умбра жженая. К ней можно добавить немножко индиго, мы ее еще не трогали, да? Темная такая, почти черная краска. И пройдусь вот по теням в основании наших крокусов. Вот они, самые темные места. Видите, а наша подкладочная краска, которая на светлых местах, при этом становится все светлее и светлее. Да? Мы светлое не трогаем. Ну, с темно-коричневым можете его замешать, да? Без белил, соответственно. Да, вот сейчас еще умыть это то, что мы не трогали. Умбра жженая, темно. То есть мы сейчас смешиваем самые две темные краски, да, темно-коричневую и вот которая рядом с оранжевым лежит, да. Но только ну вот две краски. Вот это умбра. Еще раз. Темно-коричневый, понятно. Да, да. И, ну, И с чем ее смешать? еще раз. Темно-коричневую и вот эту краску. И с чем еще? Больше ни с чем. Только две краски. Что мы проходим? Самые темные места. Вот они, почти черные, да? Вот где-то здесь, вот под снегом. Значит, снег имеет толщину, он тень отбрасывает. Вот здесь где-то в тени от цветов, между снега. Можно исправить, вот как я это сейчас делаю, форму дырок в снегу, проталины. Чуть-чуть я интереснее сделаю. Одним мазочком. А? Ну делайте, я же вас жду. Думаете, я сейчас убегу, что ли? А что ж мне делать-то? Я для того сюда и пришел, чтобы писать. Да, можете уже пожирнее работать. Да? Я, по-моему, даже разбавитель не добавлял. Работайте точечно. Мазочек сделали, не уточняйте его. Все, дальше пойдет работа. Очень много задерживаетесь. То есть мазок сделали, не надо его еще раз повторять. Следующий делайте. Значит, с ботвой мы закончили, да? Теперь перешли на землю. На землю. Той же самой кистью можете ее протереть слегка. Беру темно-коричневую краску, которая называется умбра жженая, и краску, которая называется индиго, почти черная. Смешиваю их и прохожусь вот по этим теням. Посмотрите на репродукции, где самые темные пятнышки. Вот это они как раз и есть. Все, понятно? Ну, где-то, может быть, больше коричневого, где-то больше этой самой индиго. То есть тут уже по чувству работаете.
Значит, я опять возьму снежную кисть. Значит, кому трудно работать такой большой кистью, тому придется очень тщательно очистить вот ту кисть, которой мы сейчас работали. А я еще раз по снегу пройдусь. То есть, видите, мы циклы все проходим одни и те же, только с разной степенью уже проработки. Значит, я возьму, помните, мы краску смешивали, белила, ультрамарин, ну и что-нибудь розовенькое или краплак. Вот теперь побольше этой краски я сделаю и погуще, то есть больше белил добавлю, чуть больше белил. И капельку добавлю еще неаполитанской. Значит, напомню, что такое неаполитанская. Мы ее еще не трогали. Вот она как раз для... Чуть-чуть ее добавьте. То есть мы сделаем снег еще более светлый и густой. Вот. И начинаю аккуратненько проходиться вот жирными мазочками, аккуратненько. Добавляя солнечности. Белила, ультрамарин. Немножко розового или краплака и неаполитанскую. Неаполитанская, да. Это такая нежная, как крем-брюле краска. Значит, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь вот есть толщина снега. Она так и останется такой у нас слегка более темной. Можно немножко с розовым, можно чуть-чуть, вот я же говорю, неаполитанской добавил, можно поварьировать эти цвета. Тяготеть она может то к желтому, то к розоватому. Выкладываю. Но не укрывайте сплошным ковром это, а мазочками так, чтобы остались колебания цвета и тона. Где-то погуще, где-то пожиже. Но не разбавляя краску, а просто более такой стертый мазок давай. Ну, растираю слегка красочку. Потихонечку мы... А, тут еще забыл я одну прогалину сделать. Ну, сейчас я ее просверлю. Угу. Да, вот в этом месте хочется тоже, да? Угу. Вот она. В районе наших проталин немножко даже можно нарочито смешать, ну, коснуться кистью, даже если вы случайно влезли в коричневую краску, не переживайте. Это как раз вот тот снег, который превращается то ли лед, крупинки такие, он грязный, прозрачный, поэтому вот он имеет оттенок и земли. Вот прям так вот ввожу его. Видите? Потом по нему еще можно будет пройтись цветом.
Но если вы такое сделали, вот как я сейчас, да, либо еще в других местах поработать, но понятно, что такую кисть нельзя нести в те места, где у нас чистый снег еще. Ее надо будет протереть. Я пока сейчас вот поработаю над этим. Потом протру кисть. То есть не забывайте. То есть это подтаявший снег, такой уже провалившийся. Видите, сколько разнообразия в белом снеге оказалось. Угу. Вот толщина снега имеется. Видите, работаю я одним мазочком раз и немножко растер. То есть второй раз не повторяю. Успейте осознать, что вы сделали, не торопитесь прям втирать на одном месте. Да. Полюбоваться надо. Значит, разные, мы варьируем, вот чем живопись масляная выгодно отличается, возможно, от других водорастворимых, что там есть фактура. И вот мы снег делаем ярким, ослепительным не только за счет количества белой краски, но еще за счет фактуры, то есть пастозности. Мы пишем самые светлые места, пишем очень густо. То есть если мы высохшую картину потрогаем, даже с закрытыми глазами, мы ощутим эту поверхность этого снега, вот его выпуклые места, которые будут освещены солнцем, мы их прочувствуем. Угу. Так, ну, оттираю кисть, потому что я ее испачкал, можете даже с растворителем. И продолжаю. Это еще не самый светлый цвет, да? Увидели. Вы вообще очень все хорошо видите. Большие молодцы. Вот, добавляю снежочку. Видите, мазочек. Это какой-то участок. Мазочек неровный. Вот мазочек, еще мазочек, еще мазочек. Оставляю каким-то образом просвечиваться и нижние слои, так, чтобы у меня была разнообразна не только цветовая составляющая, но и фактура. С тенью мы потом еще можем поработать. Мы вообще очень быстро двигаемся с вами. Да? А? Я говорю, молодцы. Ну, ну а что делать? Что делать? Потому что у нас... Психую, вот прям психую. Да ну, я не вижу. Да? Не похоже. Не верю, что вы психуете. Улыбаются, довольны. Не успеваете? Ничего страшного. А вы не спешите, будете делать быстро, да? Потому что, когда что-то лишнее делаем, всегда время идет. И невозможно не получиться такой эмоциональный. Да. Все получится. Просто есть вещи, которые нужно делать довольно быстро, потому что у нас еще есть всякие детальки, на которые время, они вроде бы кажутся небольшие по размеру, но время на них уходит. И немало. И немало. Наши цветочки еще ждут, да? Так, ну давайте перейдем к цветам. А? Будем, да, будем. Я же говорю, всегда можно вернуться еще. Не пытайтесь сразу его завалить белилами и сказать, что это снег.
Будем, мало не покажется. Просто не хочется мне переваливать сейчас большое количество, потому что нам еще поработать с цветочками, если где-то что-то исправить, чтобы нам не тонуть в этом снегу. Ну, возьму я, например, круглую кисть. Уже круглая, она чистая. Давайте немножечко еще поработаем с цветами. Итак, значит, вспомним палитру, которую мы писали сами цветы. Вот переднего плана. То есть там, вот я взял круглую такую щетинную, круглую среднюю кисть. Вот так. Значит, что у нас был тут? Краплак, вот малинового цвета такой, вишневого, да, как хотите. Ультрамарин. Розовое может тоже пригодиться. Да? Ну и белила. А теперь вот начнем с более темных. Нам нужно ввести еще, значит, одну красочку. То мы смешивали ультрамарин, краплак. Теперь можно еще индиго добавить к этому цвету. И отметить, где будет индиго. Вот здесь на кончике. Чуть-чуть. Вот она, видите, лепесточек. Угу. Что? Вопрос? Вот именно для этого краплак, ультрамарин, еще добавил индиго. Это будет темный цвет. Это самый темный, да. Да. А что, белил не нужно, иначе темный. Какой же он будет темный с белилами? Этот же цвет немножечко добавляю вот в основании цветочков, даже больше как-то краплак туда, чтобы они были чуточку белил там нету, вот в этом конкретном. Значит, давайте только все точки над «и» расставим. Тихо. Я тишины прошу. Сейчас я вам расскажу, может быть, все вопросы у вас и разрешатся. То есть я сначала рассказал, напомнил вам, какими красками мы будем пользоваться для цветов. То есть это краплак, ультрамарин, розовое белило. Да? А начну я с того, что сейчас добавлю еще одну краску. Вернее, уже начал, и многие тоже это сделали. Еще добавил индиго. Да, вот к этим смесям. Самым темным у нас было краплак и ультрамарин. Можете еще индиго добавить, будет еще более насыщенный цвет. Темный. Вот самый темный цвет. Вот видите, где-то кончики листочков. И, конечно же, он вот в основании стебля находится, да, самая темная часть. Да? Все, пробуйте. Значит, понемногу, только не делайте замесы такие уж очень обширные. Ну и не забывайте про другие краски, я поэтому их озвучил. Добавьте где-то розовенькой, где-то ультрамарина, а где-то вот, как я сейчас, краплак. Значит, с темным очень много не переборщить, чтобы черноты везде-то не было.
Добавлю вот розового цвета. То есть усиливаем те эффекты, которые мы заложили в начале. То есть где-то более темные, где-то более светлые. Вот в качестве такого сине-голубого я использую разбел ультрамарина в разных пропорциях. Уточняю форму и цвет вот этих вот отклонившихся лепестков, там ультрамарин. Многие заметили, что есть здесь вернее, отражена толщина лепестка. Видите, когда свет падает в торец нашей ложки, да? Вот здесь краешек такой, вот он, очень тоненький и светлый. Но это не чистые белила, ну какой-то оттеночек, может быть он розоватый или синеватый. Для этого, конечно, понадобится маленькая кисточка. Маленькая кисточка. Чуть-чуть с разбавителем я найду цвет на палитре. Их много у нас разных цветов. Угу. Чуть-чуть с разбавителем. Вот. Можно просто разбел ультрамарина взять. Можно все, что хотите. Но только не чистый белый. Да. Так. Вот краешек. Так, вот здесь вот. Буду отражать. Покажу этот. Так, и вот раз нам маленькая кисточка в руки попала, можно ее оттереть вот от светлого. Ну и что я сделаю? Вот эти вот наполнения. Значит, если вы слишком сильно замазали те места, где должны у нас быть вот эти пестики, да, можете слегка оттереть тряпочкой. Да?
Просто сейчас мы возьмем густую краску, ну там оранжевый, да, там в основе своей оранжевый. Но я мало того в оранжевый немножечко даже розовый добавлю. Вот получится такой очень пронзительный цвет. И я его сначала завожу вот этот цвет. А? Вопрос в чем? Что вы рисовали тонкой кистью вначале? Значит, ну, то, что вот вы сейчас пытаетесь сделать, тонкой кистью толщину изображал. Вот эти вот узенькие, беленькие. Ну, они не беленькие, я вот распинался тут долго по поводу, чтобы взять с палитры какой-нибудь цвет. Ну, цвет снега хотя бы даже, да? Не самый светлый. И попробуйте, может, этого достаточно. Потому что если вы сделаете очень их светлыми, то они будут неправдоподобные. Значит, если вы их слишком разбабахали, да, сильно, да, нажали, вы просто можете со стороны цветочка взять. Значит, есть у кого такие? Я сейчас давайте для всех покажу. Ага, вот разбабахали чуть-чуть, да? То есть широковато получилось, ну, скажем, вот здесь, да? Что делать? Есть предложение? Со стороны цветка чуть-чуть его. То есть просто беру немножечко вот здесь. Ну, вот, цветом, да? Он там темный должен быть. Угу. Вот, и подгоняю, да? Так вот его. И он получится очень изящный, да? Так что не пугайтесь, когда такое произошло. Берете и вот просто чуть-чуть подправляйте со стороны широкого вот этого цвета. И сделайте его такой более такими мягкими переходами. Так, ну а мы работаем рыжим цветом, да? Начинку. Ну, рецепт тут уже старожилы вам скажут, чем это можно. С ферри все это делать. Да. Только не ждите, пока высохнет. Да? Ну, когда высохнет, будет сложно уже оттирать. Ну, в керосине-то отмачивать. Но она высохнет не скоро. То есть, если вы сегодня постираете вечером, да, можете. Только потом все равно застирать, чтобы пятен не осталось. Итак, напомню. Беру оранжевый и добавил к нему еще розового. Да? Получился такой. И густенько так кладу сначала вот эти оранжевые основы. Оранжево-желтые. Но догадайтесь, что мы можем делать вот оранжево-желтым, рыжим? Только вот эти начинки. А? Я смешал оранжевый и с розовым, да, и он получился более такой насыщенный, такой даже в красниночку немножко. Значит, сначала мы сделаем оранжевый и розовый. А верхушки, забегая вперед, вот там можно желтеньким, даже где-то вот здесь желтеньким чуть-чуть белила. Только с белилами не перестарайтесь, они цвет забирают. Лучше густо положите. То есть кладем густо. Так, чтобы перекрыть все, что нам не нравится. А желтый сверху. Вот это будет выглядеть. Где-то, может быть, желтый с оранжевым замешать, если не хотите такой. Они все, видите, разных оттенков. Да? Вот в среднем я желтый с оранжевым дал, чтобы они не были все уж очень одинаковые.
Я тут не доделал. Я же сказал, подыщите. Его можно чистый положить, его можно смешать с оранжевым, такой желтый средний сделать. Его можно чуть-чуть капельку белилами освежить. Но кладите его прям мазочком таким, я потом еще усилю. Да? Потому что на репродукции они все плоские. Да? Но это свет получился только лишь благодаря тому, что на картине они выпуклые и густо положены. Еще добавлю. И где-то темно. Ну что, положили густенько? Красиво? Ну, я же говорю, по-другому быть и не могло. Вот я все довожу. Основание. Вот так. Чем больше мы вытянем контрасты вот эти между черным и светлым, тем ярче снег будет. Если мы эти контрасты сдвинем, это что значит? Даже если мы белым покрасим снег, а вот здесь не будет у нас вот этой глубины, черноты, теней, яркого солнца вы не увидите на картине. А белила уже использованы. Да? Никогда не забывайте, что есть еще тени. Ну, сейчас такая вот дилемма стоит. Можно пройтись по снегу, сделать яркий снег, самый яркий, вот, а потом аккуратненько выводить зелененькие, все желтые. Можно же сделать все вот эти зелено-желтые, вот эти росточечки, а потом, тогда еще более аккуратно, придется работать с ярким снегом. Ну, давайте пройдемся белилами, да? Потом все равно оставим себе возможность еще добавить. Ну что, берем опять снежную кисть, либо оттираем более мелкую кисть, если этой большой, потому что снежная кисть у нас, видите, вот такая большая. Нахожу на палитре то место, где я замешивал до того краску для снега. И делаю ее еще более светлой, то есть еще добавляю белил. По необходимости можно чуточку розового добавить опять и неаполитанской. А? Так, вопрос был какой или все краску? Хорошо. Сейчас принесут белила. То есть это белила все равно подкрашенные чуть-чуть. Розовым и чуть-чуть неаполитанской. Да?
Значит, и очень густой краской начинаю смотреть, где у меня самый удар света будет. Вот она. Смотрите, как горит мазок, да? Казалось бы, до сего момента казалось, вот он свет. Нет, вот он. Но размер этих пятен еще меньше. Вот отсюда очень эффектно свет бьет. Значит, здесь росточек будет. Я как раз... Гуще кладите. Ошибка в том, что вы белилами работаете, а не цветом. То есть подкрашенные они, подкрашенные. Подкрашенные эти белила чуточку розовым, чуточку и чуточку вот неаполитанской, да? То есть такой горячий снег получается. Только чуть-чуть. То есть смотрите, чтобы эта желтуха такая не пошла там, откровенная. Давайте еще раз повнимательнее слушайте. Проще некуда. Вот мы до этого делали белила розовый и неаполитанское. Не надо оранжевый. Оранжевый слишком даст. Значит, больше делаете замес. Вот теперь густо идем. Вот. Вот. Вот у меня цветка нет. Ну, немножечко поправьте его. Вот сюда его вытягивать, да? Да вы можете подправить его при помощи света уже. Ну вот он есть цветочек, почему? Ну сделайте так. А мазки длинные должны быть, да, вот здесь. И короткие. Ну, понимаете, вы ответили на свои длинные и короткие по форме. Нет, я имею в виду, если мы до этого горизонтально все делаем, то здесь можно уже как-то попробовать. Ну, можете немножечко, да, вот изменить траекторию, да, вот такой точечный мазочек, да, вот я его, как говорится, Ну да, то есть уже как бы снег мог. чуть-чуть можно и поиграть этой формой, да, аккуратненько. Но не забывайте, что мы все не укрываем, да. Значит, вот на дальнем плане я немножко этот свет все-таки утапливаю. Просто немножко смешиваю на поверхности, да? То есть не так густо кладу. Не так густо кладу, как вот в центре композиции. Вот здесь тоже у нас яркий снег. Значит, при необходимости мы можем добавить потом и еще вот этих всяких яркостей. Главное, не переборщите с белилами так, чтобы не был он равномерно, так знаете, выкрашен белилами. Лучше немножко не доработать, чем перебрать с белилами. Вот.
Мгм. Да, то есть вот здесь концентрировано больше, да, вот здесь. Все, очень красиво, издалека прям смотрю, очень хорошо. Значит, вот здесь, посмотрите, здесь очень много светлого должно быть. Вот здесь мало. Да, 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 еще где-то. Не вижу. Здесь еще где-то вот. То есть не белого, а вот с неаполитанского совсем не добавили ничего, просто белилами, понимаете? Так. Угу. Значит, вот этот вот тяжелую форму можете вот разделить как раз, когда беленькая пойдет, то есть вот как будто лепесточек еще вот здесь будет, вот так, один лепесточек, да? Вот. Вот здесь все правильно, здесь вот так, хоп, чуточку подсветило. А дальше аккуратненько может. Ну, вы рано вот этих вот вытащили, ну ничего, ничего. Можете сюда вот как-то зайти. И разделить вот их на два. Где-то здесь еще будет снег. Ага. Так. Значит, смотрите, яркость снега здесь очень сильная должна быть. Да, будет. Видите? А, понятно. Я просто обращаю манжеты. Да, да, манжеты это. Так. Ага. Немножко форму как-то, видите, она такая поразнообразнее как-то сделаете, да, может быть, темненькая вот так войдет, да? Снег сюда чуть-чуть поразнообразнее. Ага, ага. Да, очень красиво, да, хорошо. Вы со снегом поработаете пока. Сейчас, а вот это вот мне надо как-то, чтобы это был лепесток. Лепесточек, он будет, когда с одной стороны потемнее, а с другой посветлее надо Так я сделать. вроде бы делала светлее. Но оно не потемнее, светлее, тем же да? тоном. То есть кисточку надо почистить, понимаете, почистить кисточку. Вот так вот. И взять, допустим, вот смотрите, я беру, вот с белилами цвет, да? Вот здесь вот он будет уже посветлее. Я пыталась светлее, не получилось. Так. То есть вот здесь надо оранжевого-то нету, вот так вот он идет. Да? Вон он, где говорит, Я посмотрите. и тут хотела. Не Не надо. Вот, и здесь стебелек идет, вот он, стебелек темный, причем и как-то вот так вот он пойдет, так, чтобы его было видно. Понимаете, они все три разделены фоном. А это еще темнее можно делать. Так, это кисточка ваша. Так, вот теперь хочу оттереть среднюю плоскую кисть, как следует, с пристрастием ее оттираю, с разбавителем. Оставьте пока снег, пока все не завалили белилами. Оттираю ее почище, да, старайтесь ее оттереть почище. Так, коллеги, обращаюсь к вам с заявлением. Кисть берете все, среднюю, плоскую, очищаем ее как следует от всяких зеленок, синих, как следует, с разбавителем. Сильно пальчиками сжимаем, чтобы из корня все вытаскивать. Все, кисть чистая. Потому что сейчас мы будем работать вот с этими цветами. С этими цветами. И я уже туда ввожу, допустим, желтый цвет. Да? Вот смотрите. В основном освещены больше с левой стороны лепестки на просвет. Да? То есть вот так. Видите, и он такой эффект, как будто бы светится, как лампочка изнутри. Желтый, желто-оранжевый может быть. Несколько мазочков доводим.
То есть смешиваем желтый, оранжевый. Где-то в центр больше оранжевого. Здесь много желтого. Если хотите еще ярче, чтобы горело, в желтый капельку белил можно добавить местами и дать вот еще такого вот совсем яркого света. Ну, чуть-чуть перераспределить краску. Желтого? Так. Есть желтый. Так, кому? Так, желтенького. Мне желтенького положить, Желтый. будет смешать, зеленый идет, и все у меня там. Ну, у вас на кисти просто-напросто, Да видимо. нет, зеленый вымыла ее. Ну вот у нас откуда зеленый идет. Потому что немножко поторопились. Желтенький. Бах. Желтенький у вас есть. Так, как у вас с желтым дела обстоят? Есть еще желтый? Ага, есть. Хорошо. Вот здесь немножко посветлее как-то сделайте. То есть разбел ультрамарина. Разбелите его, вот здесь ставьте внутрь, открытый лепесточек. А левые стороны, ну, немножко вот, допустим, ультрамарин, розовое и белила. Да? То есть они с левой стороны будут такие более теплые, да? Чтобы немножко их расклеить, цветочков. Так все очень хорошо. Какие-то воздушные шары. Вы потому что как привязались к той форме, что была? Да, а что надо? Ну, чуть-чуть где-то вот въехать немножко так, хотя бы. То есть более свободно. А вот, оставьте, хорошо. Это вы просто на них так смотрите уже с пристрастием, поэтому они... Так, где ваша палитра? Желтый нужен? А у вас хватит. У вас тоже есть желтый? Желтый есть. В общем, посмотрите, пожалуйста, а нужно мне вот эти цветы рисовать или нет? Мне кажется, Нужно уже, вот только желтый введите. Желтый уже где-то вот, видите, с левой стороны больше желтого и густенько. Только в зеленый не залезайте. залез. Уже залезла. Ничего. Значит, берете прям желтый, аккуратненько. Вот эти мазочки какие жирненькие. Это свет, он пишется жирно. Вот он. Оно будет гореть. Иначе сколько бы вы ни терли, вот такие мазки. Так, желтый кому надо? Давайте то, что я говорю. Только не выбеливайте все, а то пропадет сияние. Когда слишком... Так, дальше. Следующий шаг.
Значит, нам нужно вот сделать вот это вот весеннюю побеги, вот эти и листочки нежные. Значит, как это делается? Вот видите, я взял палитру на каком-то месте более-менее чистом. Сначала смешал немножко зеленый, значит, зеленый немножко берите. Вот ФЦ мы еще не трогали. Я надеюсь, что вы не трогали тоже. С белилами, да? Получаю такой вот цвет холодный, да, зеленый. Потом добавляю в него охры просто. Охры горчичного цвета. По вкусу, как говорится. И таким цветом уже вот верхушечки побегов, вот он, смотрите, какой красивый, да? Верхушечки побегов я... Значит, давайте по порядку. Еще раз. Зеленый ФЦ с белилами сделаю, а потом охра. Да? А охра у нас рядом с белым, да? Да, как горчица она такая. Так, и потихонечку, вот видите, даю верхушечки этих стебельков. Вот такие. Что? Зеленое кончилось? А... Вон у вас ее полно. Так, стоп, давайте договоримся. Прежде чем лезть в краску, посмотрите, что у вас за кисть. Почистить надо ее. Посмотрите, что надо сделать. Белила чистую с зеленой. Потом охра. Значит, я уже несколько раз этот пример приводил, действует. Почему нужно кисть промыть? Ну, представьте, вы клали горчицу, ложку не стали мыть и начали чай мешать. И здорово будет. Нет? Изменится вкус чая? Конечно, изменится. Вы скажете, я горчицу в чай не клала, а на ложке. Вот то же самое с кистью. Если хотите чистый цвет получить, значит, кисть тоже надо почистить. Значит, больше положите охры, будет более такой болотный цвет. Меньше, значит, будет более холодный. Ну вот и давайте его везде. Вот смотрите, там ножка, а от нее вот идут вот листочки, я верхушечки их. Мы же, помните, подмалевывали таким более темным цветом. Ну, можно его восстановить кое-где. Напоминаю, что это было. Это была голубая ФЦ и, скажем, сиена. Можете это добавить. Восстановил ножички. Основания темные. Да? У меня они были не прописаны. То есть я взял, опять-таки, только не зеленую, а голубую ФЦ и, скажем так, сиену. А вот теперь, смотрите, какой еще цвет я получил. Что у нас имеется еще? У нас имеется вот эта пленочка, видите? Она почти белая, такая нежная, да? Все, что в луковице было сверху, упаковка, да? И вот этот росточек, он почти нежный пробился такого цвета, бесцветный почти что. Как его делаем? Значит, мы размешали по порядку, да?
белый с зеленым получился, потом добавляли в него охры, получился. Вот теперь в этот цвет еще нужно добавить охры побольше и белил, и поискать, пока не появится вот такой бледный цвет. И как делается росточек? Вот упер кисточку, вот и потащил ее вот сюда. Видите, на палитре он какой? Вот этот? Нет, нет, нет. А, Вот этот. Вот они. То есть основание. То есть это такой вот нежный цвет. Пока нежный цвет дал. В стороны такие. Он пока не сильно темнее, но нам сгодится. Теперь, куда я еще этот цвет? Где-то вот в основании несколько мазочков сделайте. Просто мазочек снизу вверх. Вот здесь. Не старайтесь вырисовать, просто мазки накладывайте, и вы поймете, что это то, что нужно. Даже вот у нас запись идет, постарайтесь без разговоров. Итак, нашли этот цвет? Вот, давайте вводите его потихонечку вот так вот. Такой нежный. Значит, чуточку потемнее, если мы хотим у основания сделать. Немножко сиенки к этому цвету добавляем. Вот. И несколько мазочков на основании. Что, много всего, да? А? Сиена это что? Ну, светло-коричневая краска. Вообще самая наша распространенная краска. Вот она. Мы с нее начинали. Чуть-чуть ее добавляйте. Это тонкая краска, очень древняя, хорошая. Давайте. Чуть-чуть. Как видите, больше с левой стороны я подтушевал, да? Потому что свет справа, соответственно, вот этот вот росточек немножко слева я дал ему вот. Ну и для каких-то несколько штришочков зеленого можно дать. Вот этот? Значит, как этот стебелек рисовался? Просто берете и вот так вот тянете вверх. Смело. Вот той краской. Только краски много-то не надо так. Иначе у нас зеленый будет. Мало желтый положили. Я вообще его не положила. Ну вот, охра. Ну, вот. Где-то вот такой цвет. Прямо вот так раз, Ну да. и протянула его сюда. Да. Вот я издалека смотрю, еще надо немножечко его обозначить, да, вот, ну, чуть-чуть основания я еще ему, да. Угу. Можно добавить нюансов. Ну, например, ультрамарин с капелькой белил. Где-то вот здесь будет давать свои рефлексы. Вернее, снег дает рефлексы холодные, а ультрамарин с капелькой белил их
отображает. Вот эти красивые мазочки в тени, да, вот даю, чуть-чуть они такие бирюзовые. Это ультрамарин с белилами, ну и немножечко вот этот разбел зеленого можете добавить. Вот они. И вот в довершении показываю, вот видите, один мазок сделал, видите, на земле так, по сосредоточению, пожалуйста, мы уже ближимся к завершению. Вот о чем вы вначале говорили, да, пытались это изначально сделать, вот мы сейчас к этому подобрались. Вот эти самые яркие солнечные зайчики, да, блики на почве. Чем я их делаю? Беру неаполитанскую и немножко сиены в нее добавил. Вот. И несколько мазочечков вот здесь вот так вот положу в нужном месте. В результате вот у меня будет такая... Угу. При необходимости где-то оранжевый мазочек таким... Если хотите добавить жару, оранжевый мазочек. Ну и осталось, собственно говоря, вот эта вся мелочь, да, какие-то росточки. Росточки, вот смотрите, травка, да, потихонечку ее, ну, какие-то вот они. Угу. Для того, чтобы заполнить композицию, да, вот здесь подлиннее. Угу. Вот эти вот. Некоторые цвета уже есть на палитре, смешанные, поэтому попробуйте их там найти. Вот, собственно говоря, и все. Вот значит, лучший враг хорошего, поэтому я беру маленькую кисточку и ставлю подпись. Значит, ставьте подпись на расстоянии где-то сантиметра от краешков, иначе она у вас попадет под раму. И, собственно говоря, не очень красиво это будет выглядеть. Ни подписи, ни так половинка какая-то. Как ей понравится, чтобы она была... Ну, во-первых, если вы на светлом где-то пятне пишете, значит, она должна быть темнее его. Если на темном, то светлее. Ну и вариации всякие. Я вот беру коричневый, например. Вам может какой-нибудь красный понравится. Да? Есть художники, которые только красным цветом ставят подпись. Тоже красиво. Да? Но тогда подпись надо тоже отработать, знаете, чтобы она была масштабна, чтобы она была в то же место ей подыскать, чтобы она в композицию вписалась. А не так, что, знаете, красивая картина и внизу такая... огромными буквами надпись какая-нибудь. Ося и киса были здесь. Да, вот, то есть получается, ну, то есть вот сделайте так, чтобы подпись не доминировала все-таки. Да, масштабно сделать. У Репина очень красивая подпись, прям такая.
Ну там много, он что-то, Илья Ефимович там. Да. То есть я тоже долго тренировался, пока вот так вот в 2 приема не научился писать ее. Значит, краску надо сделать жидко-жидко, чтобы писать кончиком кисти. Тоненькую кисть берите, да? Надеюсь, догадались. Жиденькую краску делаете. Все, давайте-ка мы сейчас посмотрим ваши шедевры. Так, сейчас я примерю, какая рамка-то лучше нам будет. Такая или сразу такую вот, чтобы в музей отправить. Это мрачновато, наверное. Так. Ну, давайте. Все, сейчас вы посмотрите. Только достоинства. Какие недостатки могут быть? Значит, смотрите. Какие недостатки? На стенку повесить и любоваться. Все очень красиво. Очень красиво. Состояние. Все. Можете где-то тональность еще, говорится, более где-то темный чуть-чуть сделать, где-то на снег еще бросить. Но это все уже детали. Так. Давайте вас тоже посмотрим. Не может быть. Вы держите, я поймаю. Вот смотрите. Очень такие мощные цвета. Значит, вам нужно снег, еще свет дать. И все сойдется, да. Тень сделать чуть поизящней, потому что она узенькая. Видите? И все. Значит, давайте сейчас мы все свои работы поднимаем, скажем до свидания нашим товарищам. Так, вот туда, в камеру. Все, вот у нас что получилось. Все, какие мы молодцы.